Всех приветствую, и в этот раз мы будем ковыряться не в эспрессо кофеварке, а в фильтрационной кофеварке DeLonghi Clessidra, спустя практически год ее использования. На YouTube уже есть немало видео об этой модели, но я как всегда покажу, что у нее внутри и почему она отличается от остальных, как она работает и почему стала такой популярной в кругах любителей фильтр кофе, а также расскажу об ее минусах в сравнении с аналогами. Думаю, что говорить о том, что такое фильтрационные или капельные кофеварки, не имеет смысла. Это и так все знают. Сам метод заваривания в бумажном фильтре был придуман еще в начале 20 века Мелитой Бенц, и сейчас суть заключается только в том, каким образом вода с нужной температурой попадает в фильтр с кофе. А вариантов не так-то и много. Это либо капельная кофеварка, либо воронки, как Chemex колба или пуровер с графином, в которые вода подается уже с чайника. Ну а у нас сегодня задача разобраться в том, как работает Clessidra и почему она вдруг набрала такую популярность. Сперва разберем конструкцию типичной бюджетной капельной кофеварки. Принцип действия очень простой. Имеем резервуар с водой, он как правило всегда находится в верхней части кофеварки, чтобы вода под собственным весом спускалась вниз. Там стоит клапан, который открывается под давлением воды с бака, пропускает воду к тену, но не пропускает воду в обратном направлении, в бак. После клапана вода попадает в проточный нагреватель. Это, как правило, подковообразная алюминиевая трубка, находящаяся либо прямо в тене, либо огибая его. Тут уже не важно. А важно то, что управляет нагревом тена механический термостат. Как правило, сюда ставят термостаты, рассчитанные на срабатывание при достижении температуры в 115 или 125 градусов. Тут все зависит от того, какой поставит производитель. Надеюсь, что они у себя в лаборатории опытным путем подбирали, на какую температуру поставить термостат, чтобы вода попадала в кофе близкой к нужной температуре. Задержка на срабатывание у таких термостатов, как правило, 10 градусов. То есть нагрелся тен до, скажем, 115, и термостат его отключит. Как температура упала до 105 градусов, снова включит. Далее вода здесь перегревается и в виде бурлящего кипятка сама себя выталкивает наверх. И, выходя из душика, скапывает на фильтр с кофе. Ее температура нестабильна и будет колебаться в пределах 10-15 градусов, если не больше. А это и есть главная проблема, потому что в фильтрационном методе заваривания самый важный момент – это подача воды нужной температуры. Как правило, это в пределах 92-96 градусов. И, что немаловажно, ее стабильность. А тут, как понятно из конструкции, все состоит из условностей. Контролировать температуру воды, поступаемой в фильтр с кофе, нормально не получится. Тен имеет мощность, как правило, от 900 до 1200 Вт. И к тому же он греет не только воду, но и саму площадку, на которой стоит колба. Именно поэтому считается, что подогрев готового напитка делает его только хуже. А вода от нагревателя до попадания в фильтр проходит путь, равный высоте кофеварки, и может терять температуру. К тому же вода проходит по пластику, качество которых в китайских бюджетниках не самое адекватное. Вкус кофе на выходе будет зависеть от стечения разных факторов и случайностей. Кому-то может и понравиться, а кому-то нет. Но он точно будет далек от стандартов качества, а при первых приготовлениях и вовсе отдавать пластиком. Хотя все это условности, так как вкус дело субъективное. При этом, несмотря на всю неидеальность такой конструкции, она активно применяется многими производителями, которые пытаются ее модернизировать и выжать с нее максимум возможностей. А что же из себя представляет Clessidra? Тут все немножко по другому принципу устроено. Здесь сверху располагается типичный электрочайник со стеклянной колбой и нагревательным диском, по центру которого есть перфорированное отверстие и рядом маленький штыречек, выпирающий над диском, вокруг которого уплотнить. Это и есть датчик температуры воды. И основная задача электроники кофеварки – это отслеживать температуру воды с помощью этого датчика и открывать клапан, чтобы она капала под собственным весом на фильтр с кофе. И чтобы разобраться в деталях, мы ее разберем. Снизу под днищем находятся две единственные кнопки управления и отдельный нагреватель для подогрева кофейника. А вся проводка тут идет в ножку кофеварки, в которой и спрятана вся электроника. Нагреватель кофейника тут маломощный, крепится к алюминиевому диску, к нему идут только два провода питания, собственного термостата он не имеет, и это нормально. Так устроены на большинстве эспрессо кофеварок активный подогрев платформы для чаш. Дальше посмотрим, как устроена подача воды и
разберем конструкцию под колбой с водой, то есть чайником. Прямо под отверстием забора воды располагается душик с 5 отверстиями, что позволяет подавать воду не просто по центру, как у некоторых бюджетников, а по кругу, чтобы лучше распределить ее в кофе. С обратной стороны есть силиконовый уплотнитель, для того чтобы вода не попадала за пределы душика. Он довольно эластичный, и при нормальном состоянии отверстий душика вода к нему даже не касается, чтобы как-то повлиять или изнашивать его. А дальше по центру у нас конструкция подпружиненного клапана. Снаружи часть его закрывает перекладинку и служит упором для пружинки. В нормальном состоянии пружинка упирается в верхнюю часть конструкции, которая прижимает перекладинку с силиконовым грибочком, который и перекрывает подачу воды. То есть этот силиконовый клапан под действием пружинки постоянно закрыт, и вода через перфорированное отверстие по центру нагревательного диска не попадает в фильтр с кофе, пока ее температура не будет в районе 92-96 градусов. А дальше имеем электромагнитный толкатель, которым электроника кофеварки открывает подачу воды. То есть он просто давит на перекладинку и тем самым приподнимает грибок заглушку, и вода под собственным весом поступает в душик и далее в кофе. Единственный минус толкателя — это довольно громкие щелчки каждый раз, когда он срабатывает. А срабатывает он часто, так как электроника в зависимости от падения температуры воды и программы заваривания дозирует подачу воды именно этим толкателем. Поэтому щелчки для этого аппарата — это дело нормальное. Ну и глянем на то, что находится под нагревательным диском. Сам диск имеет влитой тен мощностью 1800 Вт и ничем не отличается от типичного китайского электрочайника, кроме отверстия по центру. Между диском и стеклянной колбой имеется черный уплотнитель, который у чайников довольно часто дает течь. На самом нагревательном диске есть одноразовый термопредохранитель в белом изоляционном кембрике и механический термостат для тена от перегрева при отсутствии воды. По какому же принципу электроника определяет, что вода закончилась? Все просто. Электронный датчик, который штырек, в этот момент прекращает фиксировать температуру в районе 90 градусов, что значит, что воды уже нету, а вот тен в этот момент начинает очень быстро разогревать диск. И для того, чтобы ограничить разогрев диска без воды, стоит этот механический термостат, который просто при достижении температуры свыше 120 градусов размыкает цепь тена, тем самым его отключая. Если по какой-то причине не сработает термостат, то сработает тот предохранитель, который находится в белом кембрике. Правда, это уже будет нештатная ситуация и, скорее всего, требующая обращения в сервисный центр. Если теперь сравнить конструкцию клессидры и типичной капельной кофеварки, то очевидно, что клессидра имеет совсем иной подход в функционировании. И, как по мне, конструкция, которая используется в клессидре, имеет значительные преимущества. Первое — это более точная методика для отслеживания и контроля температуры воды. Тут же и более мощный нагреватель, чтобы поддерживать температуру и ускорить процесс приготовления. Далее это короткий тракт прохождения нагретой воды. Да, тут есть момент, что вода капает с довольно большой высоты в фильтр, но тут нету трубок, по которым эта вода после нагрева курсирует до диспенсера, а потом снова же капает в фильтр. Благодаря тому, что тут нету нагревателей с узкими каналами, как термоблоки, то и накипью ничего не закупорится. Тут же, как в чайнике, все видно сразу. И можно сделать декальцинацию, просто залив лимонку кипятком, не включая даже саму кофеварку, чтобы не работали клапаны и вода не попадала с этим раствором на эти силиконовые уплотнители, ну и тем самым продлевая ей жизнь. Просто залили, увидели, что накипь ушла, и также слили. Ну и теперь, что же в клессидре мне не понравилось? Первое — это использование стеклянных элементов. Верхняя часть, где нагревается вода, по сути чайник, выполнен из стекла. И если его повредить, то вряд ли удастся заменить. Большинство сервисов не берутся делать эту замену, так как часто не достать этих колб в качестве запасных деталей. Далее тут слабое место — это уплотнение между стеклом и нагревательным диском. В электрочайниках частая проблема в этом месте. И даже когда на сервисе меняют колбу, то не всегда удается нормально загерметизировать стык стекла и металла, что позже проявляется в протечках. Я думаю, что использование стекла — это красиво, но применение в этом месте нержавейки было бы куда надежнее и практичнее, так как можно изготовить цельную чашу из нержавейки, а уже к ней приварить нагревательный диск.
Как пример более удачной конструкции в этом моменте можно привести аппарат Bemmer Brazen Plus. У него чаша чайника сделана из цельной нержавейки и никаких стыков с герметиком нету. И, наверное, многие заметили, что на платформочке, на которую ставится кофейник, у меня облезла краска. Это бывает, если убрать кофейник и вовремя не протирать остатки воды, которые скапывают после конца приготовления. Случается, неприятно, но не критично. Ко мне она уже пришла с такой проблемой. Дальше, думаю, будут просто придирки. Например, не очень нравится, как она работает в конце приготовления. Когда остается очень мало воды и до момента, пока контроллер определит, что она нагрета, тен успевает очень быстро разогреваться и вода просто вскипает. Проблема тут не столько в плохой температурной устойчивости для экстракции, сколько в том, что нагревательный диск успевает набирать высокую температуру, что не очень для силиконового уплотнителя датчика температуры и нижнего уплотнителя между диском и пластиком. Но думаю, что они переживут это дольше, чем тот герметик между диском и стеклом. Далее, не нравится ее ограниченность в настройке. Имеем всего 2 программы приготовления и более ничего никак не изменить. Чтобы понять, что могли реализовать в клессидре за те же деньги, возьмем ее уже упомянутый аналог Bemmer Brazen Plus. Аппарат также сделан в Китае и продается в том же ценовом диапазоне, что и клессидра. Пусть он выглядит брутальнее, но в нем реализована возможность корректировать параметры. Кроме установки таймера, чего не хватает, чтобы на утро был, например, готовый кофе к моменту захода на кухню. Также можно выбрать температуру заваривания в пределах 90-99 градусов, что поможет, например, лучше раскрыть вкус некоторых сортов и типов обжарки. Далее, например, можно выставить время предсмачивания от 15 секунд до 4 минут. И это важный момент, кстати. Если вы используете свежую обжарку и свежий помол, к примеру, при попадании горячей воды на кофе может образовываться пена из-за избытка углекислого газа. И чтобы снизить этот эффект, который, по мнению некоторых, плохо влияет на процесс заваривания, как раз увеличивается время предсмачивания, тем самым давая пене сойти. Также мне сделали возможным подстроить такую, казалось бы, мелочь, как высоту над уровнем моря. Это нужно в тех высокогорных регионах, в которых вода может закипать при температуре чуть ниже 100 градусов по Цельсию. Правда, сложно сказать, как все это в конечном итоге повлияет на процесс приготовления, но говорит это уже о том, что подошли к делу с вниманием к пользователю. Может, это всего лишь просто игрушки, но тем не менее, сама возможность что-то поменять уже делает процесс приготовления приятным. Также там есть и режим калибровки, и даже есть версии этой модели, которая не имеет экрана вовсе, а имеет Wi-Fi, и с помощью приложения в телефоне все это можно настраивать. Да, у этого аппарата есть и свои проблемы тоже, но даже при наличии интерактивности с настройками и электроники он уступает по вкусовым качествам такому старичку, как тот же Technivom Mocha Master. При том, что старичок полностью аналоговый, он имеет очень приличные показатели термостабильности, и многие считают его иконой среди капельных кофеварок. Если подытожить, то мне лично клессидра понравилась, ибо среди среднебюджетников она, наверное, имеет самую оправданную конструкцию и делает вкусный фильтр кофе, даже на тех 2 режимах, которые у нее есть. Стоит также учесть, что, возможно, это не собственный продукт DeLonghi, а, как и в случае с их дочерней компанией Ariete, это стороннее производство. Да, у нее есть слабые места и есть что можно улучшить, но даже так за эту цену альтернатив не так и много. Поэтому считаю, что аппарат вышел неплохим, популярность получил, благодаря тому, что делает действительно хороший фильтр кофе. На этом буду заканчивать. Если есть у вас вопросы, задавайте в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.